Всем привет! Случилось уже очень много событий за камерой. На самом деле вы уже заметили, наверное, что я на ютубе очень редко появляюсь. И видос слишком длинный получился, вот который крайний. Это потому, что я все складываю в один видос и выкладываю. Потому что работы очень много. Монтажера брать не хочу, потому что много материала, которого бы я не хотел пропускать через третьи лица. Ну и в принципе, как бы YouTube ничего не приносит, просто вот снимаю для себя, чтобы знать, что было когда-то давно. Расскажу вам про одну машину, очень интересную, которую я давно хотел. Evolution. 7-й, 8-й, я не знаю, чем они отличаются, там как-то оптика, еще какие-то моменты. Короче, эта тачка моего кента, мы ее совсем недавно купили. Она переделана под Evolution, свапнутая на Brembo тормозах. Колеса вот уже купили, такие поставили оригинальные. Купили салончик, тоже поставили. Руль, ну, короче, все типа как в Evolution. Это тачка Антохи, а Антоха это владелец вон той BMW, которая на УЗете. В общем, ситуация такая. Приезжает Антоха, говорит, поменяйте колодки и поменяйте сцепление. Чтобы поменять на Evolution сцепление, нужно снять двигатель. В общем, снимаем мы двигатель. Вот так это все дело выглядит. Меняем сцепление, ставим мотор обратно, едем на обкатку. И самое, что печальное, мотор не выживает. Он просто стекает в поддон двумя поршнями. Как это получилось, я не знаю. Два заезда 402 метра, на второй заезд тачка просто не доехала. Ну, такая вот фигня. Сейчас мы не знаем, что делать с мотором, запчастей на Evolution нету. Людей, которые у нас в городе занимаются, как выяснилось, тоже очень мало и практически никто это не делает. Есть какие-то методы по заказу каких-то там поршней, привоз всего этого, расточка. В общем, короче, гемор просто нереальный. Будем заниматься, как-то собирать, восстанавливать всеми силами, правдами и неправдами. Приедет скоро чувак, который мне подскажет все, что нужно сделать с этим мотором, чтобы он работал. Хотя надув был 0,9. Не знаю, как так получилось. Но имеем то, что имеем. Машину скоро сделаем. Вероса опять у нас стоит на базе. В принципе, мы все сделали. Мы поехали, мы настроились. У нас все работает. Но у нас с места не дуется турбина. Скорее всего, там стоит горячка с 35-й турбины, а турбина 30-я. Будем менять турбину. Наверное, поставим шариковую 30-ку. Пока, в общем, не знаю. Может, 35-ку поставим. Зарекался, что не буду больше брать Nissan в ремонт, потому что Nissan это просто жесть. Какие-то постоянно там казусы с ним выявляются. Но этот Laurel на GZ. И, соответственно, работу мы будем проводить по GZ. Еще на этот Laurel пришла куча пластика. Надо будет это все дело поставить. Скоро будем этим заниматься. Из одной фирмы KitKat Fiber, которую так рекламируют Стилов, там еще всякие ребята, что это крутая очень фирма. Но к ним очень много вопросов. Про их обвес я сниму позже видос. Возможно, даже целый видос выйдет про их качество, как они делают, подход и вообще. Скажу так, что я очень недоволен их качеством, работой, их материалом и все-все-все в этом роде. Это будет на совести тех, кто рекламирует их и говорит, что пацаны крутые, делают хорошо, качество и так далее. В общем, это все будет позже, я все расскажу. Есть хорошие моменты, но плохих больше. Вот, к примеру, заднее крыло. Так, для примера просто подсниму. Которое прислал мне KitKat Fiber. Вот это пузыри. Вот это пузыри, которые не выкатаны. Вот это все нужно шпаклевать. И таких пузырей здесь просто миллион. Весь обвес в пузырях. Это еще самая малая часть. Потом, когда я буду это все ставить на машину, вы просто поплывете. Здесь куча зипа, куча всего. Рычаги, стабилизатор куска, провод. Короче, тут все. Еще телек. Я, наверное, уже его показывал. С тренажки телек. Тоже будем переваривать, будет по штату. По тренажке пока процесс никак не движется, потому что есть очень много работ других, которые нужно сделать. В плане в этом сезоне тренажку покрасить, собрать на обвесе, все подготовить, именно техническую часть. Еще есть новость. В тренажке будет 2GZ GTE, либо будет мотор с Альтезы. Просто если мне что-нибудь клюнет в голову, я, возможно, 2GZ поставлю в Альтезу, а с Альтезы мотор пойдет в тренажку. Но это не точно. Скорее всего, 2GZ просто пойдет в сливу и все. На SX покрасили крышу, она еще не полирована, сейчас, я не знаю, эффект надо на солнце смотреть. Все это дело блестит, прикольно получилось. По 110-ику все вам рассказываю, постоянно говорю, вот 110-ик, скоро. Ситуация на самом деле такая двоякая, нет полного финансирования, чтобы это все вот так накинуться и сделать. Поэтому делаем то, на что есть деньги. Вот мотор. Он почти собран, остались мелочи. Попробовали в этот раз систему аквабластинга, помыли лапы, поддон, остальное все новое. Ну, помпу тоже помыли. Трубку тоже помыли. В принципе, аквабласт четкая тема. Наверное, купил бы себе в бокс, но не сейчас. Ждем сейчас прокладку на впуск. Что-то их нет в наличии. Впуск весь в черный порошок, крышки глянец. Это все матовое. Когда соберем, моторчик будет очень красивый. Ну и все это дело встанет вот сюда. Но здесь мы тоже будем все красить, подготавливать, башбар варить. В общем, есть чем подзаниматься. Из того, что сделано, это покрашен каркас в грунт.
первый слой. Сейчас нужно будет расположить радиатор в багажник, сделать кастом. Жду некоторые запчасти, чтобы сделать здесь туннель побольше, чтобы можно было коробку сразу менять легко и просто. Потому что штатный туннель 110 очень узкий. Соответственно, из-за этого туннеля стоит вся работа. Ну, кастом мы сделаем, и останется туннель, чтобы покрасить внутренний салон. Проводку мы в этом сезоне закинем штатную. Мотор на штатной проводке поедет хотя бы просто покататься, порулить. Ну, а дальше полный разбор, новая электрика, ну и уже все вот эти вот вытекающие моменты. В общем, по 110-ку процесс какой-то такой. Машина стоит, ничего не делается. Кстати, к нам еще приехал Краун 171 на ремонт двигателя, застучал мотор в прошлом сезоне, будем все разбирать, полностью заново все собирать, уже на усиленных компонентах. Хозяин любит свою машину, все только на оригинале, то есть клиент сам изволил желание все купить, маслонасос новый 2GZ, помпа Айсен, короче все прокладки, все именно оригинал. Еще по чайзеру. С чайзером на самом деле история очень интересная, я его заморозил в гараже, думал распродам с него запчасти, потому что там почти все контракт стояло, но что-то пошло не так, и мне некогда было им заниматься, он просто стоял и достоялся. Так как я в Сильвию купил 2GZ, соответственно ТТшный мотор мне некуда девать, я его выложил на продажу. На продаже он нафиг никому не нужен, ну и теперь он стоит здесь обратно, то есть можно приехать, запустить тачку. А сделано это для того, чтобы продать машину целиком, чтобы человек мог приехать, запустил двигатель, послушал, посмотрел, все ему понравилось, и он поехал. Поехал только, правда, на прицепе, либо на эвакуаторе, потому что здесь нет коробки. В общем, человек приедет, запустит, послушает, мотор работает, не стучит, все хорошо, все работает, вся электрика, там стеклоподъемники, короче, все есть. Ставь коробку, как говорится, и езжай. Не хотелось там кузов в металл, там что-то резать, снимать, там какие-то стеклоподъемники. Все сюда поставил, все, что было от нее осталось. Мотор запускается, все ништяк. Коробку кто-нибудь поставит и поедет разбиваться. Если не надо, достали мотор, кузов в металл. У меня пока что не поднимается рука на него. Поэтому вот так. Есть такой лот в продаже. Скорее всего, на выход видоса он уже будет продан. Так, это вечернее включение с нелегала. Ну, нелегал уже закончился, где-то часик стою, жду Санька. Санек уже приехал. Ситуация следующая. Решил я, короче, проехать с драги, но перед тем, как проехать с драги, решил чуть-чуть подпрогреться. Первая передача, нормально тронулись, втыкаю вторую. И происходит у нас кардамон, я не знаю, видно, не видно камеры, ну, короче, кардан повис. Кардан обрезала ровно посередине, где прикручена гайка. Была уже проблема с этим. Давно-давно, когда купил тачку, там шлицы были чуть подсрезаны, я поставил новый, но, видимо, не помогло. Короче, везем тачку в бокс на шкворке, там посмотрим, что случилось. Но, скорее всего, там проблема на шлице. Но шлиц такой же, как на вешке, не знаю, буду разбираться, может, что-то усиленное поставлю. Сейчас будем откручивать заднюю часть, ну и поедем потихо. Первую прыгаю, до тала прям выкручиваю, она прям пустит. Вторую так резко, и резко отпускаю, и просто бабах нахуй. И у меня ту-ту-ту-ту. Я думал, ну пизда, привод сорвала нахуй. Потом выхожу, смотрю, нихуя не привод. Блядь, как это грустно. Серьезно? Короче, вот такой вот тут процесс. Не очень простой. Что кардамон наклонился. Сорвало посередине, вот тут срезал. Туннель он напидорасил, тут бак. Больше так стартовать нельзя. Хотите кататься? Хотите ремонтировать? Вам это надо? Эти альтезы на GZ. Кардамон. Ну вот, его, короче, срезало прям посередине. То есть он на шлицах, он внутри, я не знаю, плохо, наверное, видно. Но его просто типа внутри сорвало и все. Ну все, мы зацепились, бампер снял быстренько. Зацепились к хайсу. Сейчас потихо почапаем. В принципе, я думаю, своим ходом дотянемся. Считай, сэкономили на эвакуаторе. Все, увидимся в боксе уже на подъемнике. Ну что, это включение из бокса. Альтеза уже на подъемнике. Ну и, собственно, по карданам. Вот моя передняя часть. 3SGE. По-моему, это автоматная, если я не ошибаюсь. Это задняя часть сгиты 2GZ, которая очень редкая. Она короче, там на 2 сантиметра, и встает болтон с тресным карданом. Собственно, вернемся к моему кардану. Срезала его вот так. Можно видеть шлицы прям с трещинами. Собственно, из какой логики я ставил тресный кардан? Скажете, вот GZ есть кардан, крестовины мощные. Вот он GZX100, турбо. Из логики я исходил из такой, что вот эта часть, которую у меня срезала, по толщине ровно такая же, как на турбо. Я сейчас это продемонстрирую, и вы увидите. Соответственно, если я переварю этот кардан под этот размер, поставлю, и у меня также срежет, я просто выкину деньги на ветер. Поэтому я так делать не хотел. Возможно, что этот кардан уже подразбился со временем, потому что я сколько на нем уже езжу, и просто его вот в этот раз свернуло. Но нет гарантии, что я сейчас куплю новый кардан, такой же, поставлю его, и его тоже не срежет.
Поэтому не знаю, как быть. Сейчас будем думать. Итак, соответственно, что мы имеем? Мы имеем кардан с GZX100, кардан с 3S. Меряем толщину. Соответственно, меряем толщину, не которую рвет, ровно 30. Ну и здесь ровно тоже 30. Ну а теперь померим интересное. Вал, который рвет. Толщина 24,5. И здесь толщина ровно такая же. 24,5. Итак, дополнение. Я, в общем, помыл и тот кардан. И заметил, что здесь он какой-то синючий. Вот здесь что-то посинело немножко. И, соответственно, посинел он не просто так. Скорее всего, это каленый кардан, который идет на сотых кузовах. А это на 3S, и они решили, что калить его не надо, зачем, типа машина не такая сильная. Ну и скорее всего из-за этого и все это рвет дело. Поэтому нужно купить тресный кардан, закалить его сейчас где-то и все это дело поставить, что очень сложно. Будем думать. Но только такая логика объясняет взрыв этого кардана и не взрыв этого кардана. Альтеза стоит на подъемнике, кардан мы уже поставили, разобрался, почему его рвало. Разобрал ГРМ, хочу поменять ремень. Купил ремень Грэди. Оригинал с Японии. Такой вот ремешок. До этого у меня стоял Гейтс синий, но он уже стал черный. Я решил его поменять, чтобы было красиво. Еще хочу поменять турбину. У меня стоит втулка 3037, по-моему, с полированной крыльчаткой, как на GTX. В целом она работает нормально, но хотелось бы пораньше спул. Так, ну все, ГРМ собрал. Уже сделали первый запуск с новым ремнем, все хорошо. 28-го поедем на выставку, опущу машину в пол. Еще тут приготовления некоторые сделаем. Турбину уже после поменяю, там после соревнований. После 4-го там куда-нибудь к 10 сентября настроимся и будем газовать. С карданом еще вопрос не решил. Куплю еще один кардан, отвезу его, они его там все зацементируют, все сделают. Ну и будем делать веселые старты, проверять опять, сколько Альтеза поедет. Но уже на GTX. Все, увидимся позже. И снова включение, как я говорил уже ранее, мы переходим на новую турбину на Альтезе и на новые форсунки. Форсунки у нас вот такие, SS Performance. Это Bosch. Тут есть вот такая вот бумага. Здесь все на ней написано, кто что проливал. Единственный минус пока что, который я заметил, потому что еще их не ставил, это то, что здесь вот проливка есть, да, но ты не знаешь, какой здесь какой инжектор. Первый, второй, третий. Вот какой это инжектор? Первый, второй, третий. Это какой? Тоже непонятно. В общем, сейчас мы их прольем. Это Bosch, просто с переходниками. Здесь у нас в Владивостоке делаются. Говорят, очень хорошие. Будем тестировать. Итак, мы, короче, с отдыха сразу на бал. Сегодня у нас Low Family Fest и дрифт Мацури. Дрифт Мацури наверху, пока пацаны собираются. Здесь пока тачки выставляются. Я привез Альтезу, сегодня буду ее пускать в пол. Все, взяли, что для этого нужно. Санек уже тут ваяет. Короче, ситуация такая. Мы уже опускаем машину. Осталась одна сторона. Все опустили, все сделали. Но это не конечный результат. Она поднимется еще чуть-чуть. Здесь впереди что-то такое тоже получилось. Сейчас Саня здесь еще дропнет. И будем смотреть. Собираются все стенсеры здесь, все ребятки. И потом будем дрифт-такси катать. Сейчас я поеду всем, расклею наклейки, дам указания. Там, говорят, в техпарке вообще кипиш. Так, ну что, в принципе, все готово, все началось. Время где-то 12. Можем начинать обзор техпарка. Точнее, стенд с парка. Здесь вот Субарик стоит, здесь Фит. Там еще машинки, сейчас попозже их покажу, пройдемся сюда. Эта тачка уже не один год выступает, ездит. Я ее еще в прошлый раз подснимал, как-то 2 года назад. Здесь организатор Миха Журов, это тот, кто мне пороги делал на Альтезе. Вот его тачка тоже тут. Здесь пацаны приехали на какой-то некрухе старой, очень силовой. Под капотку они не показывают, это так, быстренько что-то перебрать. Ну, стенс есть, стенс есть. Здесь у нас Александр сидит. Что, пацаны, стенс для дрифта? Я думаю, что нормально дропнули, в принципе, со своей задачей справились. Более чем. Сзади, конечно, можно было поднавалить блинчиков, но я это делать не стал. Здесь тоже все красивое, все как надо. Кстати, вот сейчас есть понт от этих флейков, которые здесь блестят под капотом. Задумка именно на солнце работает. Тут стоит BRZ-ка, она же GT86. Кстати, серый мне очень нравится, как-то хотел корчав такой покрасить, но что-то как-то и не дошло. На самом деле тоже есть по расширениям косячки, как и на моем. Здесь тут тоже все как надо на сплиттере, типа карбоновом. Зацените. Но тормозов, конечно, не хватает, хотелось бы. В принципе, тачка в полу лежит, это уже хорошо. Тут у нас стоит 34-й, очень хороший. В принципе, почти весь на стоке. Тут Супра стоит, которую не хотели пускать, но в итоге пустили, потому что она не стенсовая. Можно видеть, какой здесь просвет. Она на тормозах, на всех делах, на пирогах.
Спойлер карбон, все дела. Она на 2GZ, все как надо, валит, катается. То есть машина каждый день ездит. Вот так вот должны тачки выглядеть. Кэнди вообще на свету просто нереально, камера не передаст. Здесь Лио Лигая, тоже он тут приехал постоять чуть-чуть, поотдыхать, скажем так. Ну, чуть-чуть бочку можно подвытянуть, да, наверное. Ну, а так в целом тоже неплохо. Народу просто капец. Здесь у нас в палатке дрифт-такси происходит. Покупаем билетики и присаживаемся в машины. Вот тут покупаются билетики. У нас сейчас идет backward challenge. Уже сорвал голос. Короче, задание максимально поставиться в угол и вывести этот угол. Ну да, где еще получится. Смотри, заднее колесо. Все, алло. Это пока что фаворит. Уже сейчас идет награждение стенсерское и дрифтерское. Сейчас посмотрим, что там происходит. Ты очень сильно устал? Я прям... Я расстроен и устал. Ну а сейчас самое интересное мероприятие — это подъем машины обратно. Причем машину надо поднять ровно на тот же уровень, как она и была. Мы тут под палящим солнцем сейчас будем умирать. Надеюсь, оно того стоило. Но на самом деле фотки прикольные должны были получиться и видосы с мероприятия. Так что все равно не зря. Сезон уже заканчивается потихонечку. Надо по максимуму выезжать на всякие разные ивенты. Тем более, если я организатор. По-любому надо. Поэтому увидимся уже в следующей серии. Серия вышла большая. Я сейчас стараюсь очень много материала копить и выкладывать его по мере возможности. Так что не теряйте. Всем до встречи в новой серии. It's just an illusion, and your world around is coming down, darling. Come on, girl, reach out for me, reach out for me. Hey, hey. I'll be there, love and comfort you, and I'll be there to cherish. Just look over your shoulder.